Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро-прогноз «Цыганский старинный пасьянс» Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем подсказки карт, как события ближайшего будущего, что спешит в вашу жизнь, на ваш порог. И вначале мы выполним на картах пасьянса наш расклад. Конечно, останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Но надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и подсказки все же вы получите. После нашего цыганского старинного пасьянса мы дополним колодой Таро и узнаем, что неожиданно изменится. Или в какой из сфер жизни вы будете принимать важные решения. Может быть, и вам придется меняться. Мало ли, рассмотрим. И к чему это все идет? Какое продолжение следует? И достанем карту «Знаки судьбы». На что нужно обратить внимание, что нужно услышать. Но первый пасьянс смотрю я, смотрите и вы, мои дорогие водолеи. А я вас хочу пригласить во вкладку «Сообщество» на моем канале. Там я опубликовала астрологический гороскоп на май, вкратце так. И одновременно, кому интересно посмотреть Таро-прогноз на май, он опубликован на втором канале «Астро Инспирационы». Опять же, из вкладки «Сообщество» вы можете перейти и посмотреть. Месяц выпадает, то есть есть какая-то тема, в которой, неопределенность или неразбериха, или вы в чем-то не уверены. То есть какие-то, может быть, обстоятельства в вашей жизни либо воздействуют на вас, либо какой-то вопрос не решен окончательно. Но когда месяц выпадает, это как луна, по сути дела. Есть очертания, а конкретики никакой. Значит, не торопитесь. И из-за этого, кстати, это может быть и ненужная глубокая философия, кстати, на мелком месте. Об этом тоже хочу сказать. Почему? Потому что цепи. И цепи – это не конкретика, это не есть событие этой недели. Это внутреннее состояние, эмоциональное. Что-то вам может попросту не нравиться или не укладываться в сроки, в рамки, которые вы себе надумали. Рамки восприятия, а сроки по времени, может быть и так. Идем вперед. И вот подобное может быть именно с тем связано, что вы получаете какую-то, как молния, известие, информацию. Давайте будем смотреть дальше, что нам еще расскажут. Да, тут что-то может задерживаться. Я уже не буду складывать. Ну ладно, сложу. Смотрите. Вот это листва, это как дерево, ожидание. Может, это регламент, какую-то бумагу нужно подождать, и вы это не можете ускорить. Или, есть какое-то дело, которое вы хотите осуществить, и у вас контакт с конкретным человеком. Какие-то соглашения, договоренности. Но тут может и у человека какого-то быть, как меняется что-то в жизни. Или человек приболел, например, банально, да, такое тоже бывает. Или какие-то обстоятельства у человека, да, тысячу, миллион, наверное, самых разных причин. И вы где-то понимаете, что, придется держать паузу, по-другому, не обойдешь. Так вы и не устраиваете себе философию. А у вас, кстати, вы можете начать сомневаться в конкретном человеке или думать, что это какой-то хитрый план или подвох. Я не могу, конечно, утверждать, но такое могу допустить, потому что первые наши значения выпали именно через ваше мировосприятие. И оно где-то может быть ошибочно, я это допускаю, потому что неожиданное известие. Но также это, знаете, может быть и еще какое-то известие от человека, которое вам нужно перепроверить, потому что змея выпадает. И я такое тоже могу допустить. Это ошибочное или как фейк какой-то, или кто-то... Вот есть фраза «наводить тень на плетень». Это нарочно уводить вас от какой-то темы или ваше внимание переключать на какой-то вопрос. Тогда будьте внимательны, не поддайтесь на какие-то уловки. Давайте мы с вами разложим до конца, чтобы видеть, как это может проиграться. Я не вижу у вас помех, правда? Хорошее настроение вообще. Вот кот – это флирт.
и хорошее настроение. Поэтому, может быть, кстати, вот по змее, тут кто-то может, это как третьи лица все же будут, которым, может быть, претит ваш оптимистичный взгляд на мир, на вещи, ваше хорошее настроение. Очень часто так проигрывается, когда вы уверены в себе, когда вы, ну, как эту уверенность транслируете. Кто-то может либо позавидовать, либо обозлиться, такое бывает. Поэтому берегите себя и, наверное, не очень явно эмоционально проявляйте то, что у вас получается осуществить. Храните молчание, мои дорогие водолеи. Вам это будет помогать. Более чем. У вас действительно позитивная неделя. Мы ведь не застрахованы от зависти, и это правда. А у вас открытый путь. Это как по судьбе. В колоде Таро у Иерофанта все ключи в руках. И у вас действительно все равно получится что-то осуществить. Я не вижу явных помех. Правда. Мы живем с вами в год змеи, и это значение мы можем рассматривать как совет. Змея, она наблюдает, она мудрая, анализирует и только потом действует. Возможно, это вам карты хотят подсказать. Вот действуй именно в таких энергиях. Что-то обдумай, информацию перепроверь, переложи на себя, касается она тебя в принципе или нет. Ну и где-то храни молчание. Змея умеет молчать. Вам этот момент помогает, потому что у вас очень много каких-то позитивных направлений, как и открытый путь сам по себе, хорошее настроение, флирт и роза. Посмотрите, это любовь, мои дорогие, правда? А вы можете устроить себе сеанс самокопания либо из-за чужих слов, или когда вы сами тут себе что-то надумали, как мысль неизвестно откуда пришла, и начнете углубляться. Не надо дважды, трижды, потому что у вас на кону добрые перемены. Что-то доброе пытается войти в вашу жизнь. И это доброе, тем не менее, у вас еще можем соединить, и в нашем пасьянсе мы крайние ряды можем соединить. У вас совпадает костер, это как символ домашнего очага. Это вопросы семьи, брака, взаимоотношений с родственниками или место вашего пребывания, где вы пребываете теперь или где вы планируете, вы можете что-то обустраивать, или тоже какая-то весточка. Я так вижу, мои дорогие водолеи, вот то, что вы хотите осуществить, это в центре вашего внимания должно быть на этой неделе. Притом при всем, что быть дипломатами все же вам придется на неделе также. И одновременно о себе много не рассказывать. Храните молчание, вам это помогает. Потому что не все еще пока вокруг вас однозначно. Или вы можете не видеть человека в какой-то долженствующей позиции или конкретно не знать какого-то человека, а он транслировать может одно, а задумывать другое. Поэтому беречь свое счастье ведь тоже нужно. Счастье и удача любят тишину. Помните, и, видимо, это правило будет на все 100% работать как минимум на этой неделе. Не дайте каким-то, может быть, даже личностям или самым разным ситуациям разрушить вашу уверенность. У вас якорь выпадает. И ваши добрые перемены. Самому себе тут будет важно не помешать. Я вижу именно так. Потому что явных помех нет, мои дорогие. Смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу больше совпадений. Идем с вами дальше. Давайте дополним колоды Таро. Пусть нам прояснят по части неожиданностей. Может быть, как раз прояснят, что же это за молния. Итак, неожиданно, что изменится? Или в какой сфере жизни вам придется что-то корректировать? Или принимать важные решения? С чем это связано? Достанем одну карту, посмотрим. И к чему идет? Продолжение на последующий период. Знаки судьбы. Что вам хотят передать, сказать высшие силы, на что обратить внимание, может быть, чего-то и не упустить. И какое продолжение следует. И далее. Посмотрим энергии. Сфера ваших достижений, честолюбивых планов. У кого-то это построение карьеры, у кого-то учеба, у кого-то подготовка документов. Даже так. Но все равно самая разная палитра.
и любовь, и личная жизнь. Вот интересно, что ж там за неожиданности? Ну, правда, вот все то, что я говорила по картам пасьянса. Есть какое-то сообщение, которое... И, кстати, это мелкое сообщение. Вот сразу нам говорит карта, потому что пятерка кубков – это карта апатии. Это, ну, какой-то пустяк, который мы можем, вот как ту муху, которую мы сами раздуем до размеров слона. А по факту это не имеет никакого значения. Вам будет важно что-то перестроиться, скорректировать ваши планы в зависимости либо от обстановки вокруг, тут могут быть изменения, либо это будет связано с конкретным человеком. А вот нам говорят, второй ведьмочек, и вот наша ведьмочка молодая сидит и смотрит на эти 3 разлитые кубка. Вот проблема, правда? А нам изображен стол, на котором море всяких вкусностей и 2 бокала, а больше и не нужно. Есть какой-то человек, для кого вы важны и кто важен вам. А мы можем вот так удариться в какую-то аналитику ненужную и не путать. Если анализировать, это не значит соскользнуть в какие-то прошлые ситуации и начать себе добавлять какого-то в жизни негатива. Воспоминаниями именно. Вам ваша задача увидеть возможности, даже если приходит какое-то сообщение, которое несколько, ну, выбивает вас из колеи, но это не значит, что вы чего-то не осуществите. И, наверное, об этом нам карты и говорят, что у тебя, Водолей, все произойдет. Но да, это добрые перемены. Может быть, это пространство, Вселенная пытается скорректировать вашу жизнь, а вы будете сетовать на то, что, ну, тут мне что-то мешает. Здесь у вас будет стоять все у причала каждого дня. Поэтому, если приходится в нашей жизни вносить коррекцию, мои дорогие, значит, это тоже нужно рассмотреть просто как одну из задач. И кто знает, может быть, как раз в последующем для вас что-то в более лучшем плане сложится в ключе, или более как-то позитивными будут перемены вот эти самые. Здесь, правда, не все от вашего желания зависит, ну и вы словно в руках судьбы. С чем связаны эти неожиданности? У кого-то с поездкой, или, может быть, вы вынуждены куда-то поехать, и это несколько приходится и корректировать планы, или пересматривать свою активность по части временных именно рамок. Может быть, это и когда, с одной стороны, вы можете сетовать действительно на судьбу, а то для вас словно тогда, ну, как пространство, Вселенная ускоряет решение какого-то вопроса, чтобы, к примеру, куда-то переехать, может быть, быстрее, или решить какой-то вопрос, а вы просто для себя что-то распланировали и хотите именно действовать так, как вы хотите. А здесь могут вноситься коррективы, когда для вас будет, может быть, очень важно поехать в какую-то инстанцию не через неделю, как вы это планировали, а буквально на следующий день. Или когда вы намеревались переехать, допустим, через полгода, а вам придется переезжать через месяц. Или когда вы ждали человека и подготавливались к его приезду, может быть, но приедет когда-нибудь, может быть, через несколько месяцев. А тут человек вам говорит, а я еду завтра. Или когда по работе вы тоже где-то могли чувствовать, что, ну, перемены грядут. А тут буквально сегодня вы узнаете какую-то информацию, что начальник уходит, к примеру, и приходит какая-то другая персона. Может быть, вам эта персона и не нравится, из-за этого у вас какие-то тоже тут сомнения. То есть есть какие-то пертурбации, которые от вас-то не зависят, но они просто не вписываются в ваш план. И именно из-за этих неожиданностей я вижу у вас сожаление, но это к делу не относится. Вот все, что я говорила, тут не было бы счастья, да несчастье помогло. На кону ваше солнце. Значит, вы могли чего-то и не видеть, а, видимо, вашей судьбе и ангелам виднее, как вас правильно направить, мои дорогие водолеи, в сторону счастья. И это та тема, скорее всего, которую вы будете решать, заниматься, то есть двигаться в этом направлении до конца 2025 года. На кону что-то очень важное. Но вот если одна дверь счастья закрывается, на смену ей обязательно открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Видимо, судьба
включаются или высшие силы в какие-то события вашей жизни и вносят коррекцию. И вам нужно по этому фарватеру следовать. И какое же продолжение следует? Шикарное. Шестерка Пентаклей – это помощь высших сил и какие-то возможности. Это кто-то и вам помогает. Вы тут не совсем один или одна. Здесь буквально взаимодействие может быть с человеком. Может быть, кто-то и вашей помощи ждет. Но я все-таки по этой карте, к примеру, если кто-то ждет или пытается одолжить у вас денег, или использовать какой-то ваш ресурс, я бы могла сказать, что этому не время. Почему? Если про финансы, помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Либо вам эти деньги не вернут, либо вернут не скоро, а они, скорее всего, могут понадобиться в скором времени вам самим. Ну и точно так же внимательно нужно относиться к вашим умениям. Здесь какой-то правильный узор вам нужно сложить, все то, в чем вы сильны, и в сторону своего солнца. Перезагрузка у вас присутствует уже на этой неделе. Правда, прочитайте мой краткий гороскоп, который я опубликовала на май месяц во вкладке «Сообщество». И я думаю, дополнительные подсказки для вас. У каждого ведь своя какая-то концепция желаний. Так вот, я думаю, подсказки вы получите. А мы с вами откроем карту «Знаки судьбы». Карта мага. Вот посмотрите, насколько малы ваши печали, настолько велик ваш успех. Но, видимо, вот есть такая фраза «получить волшебный пендель». Вот что-то подобное, без обид, мои дорогие водолеи. Надеюсь, вы правильно понимаете все мои фразы. Но что-то подобное по восьмерке кубков и всем остальным картам. Солнце, маг, шестерка пентаклей. Какая-то перезагрузка уже на неделе с 28 апреля по 4 мая. И это будет продолжено на весь май месяц. И начало у кого-то может быть в конце апреля, а может быть вы смотрите мое видео, и что-то подобное происходит в вашей жизни уже сейчас. Но это более холодная энергия, кстати, по магу. И никаких эмоций. Помните, когда выпадает карта мага, мы должны быть очень внимательны к собственным мыслям. Мыслям материально. Это доказано квантовой физикой. И пусть это не та субстанция, но все же это субстанция. Пусть это буквально не так осязаемо, вот как этот стол или эти карты. Но это имеет какой-то эквивалент осязаемости. Поэтому, если мы себе допускаем какие-то минусовые мысли, вы можете себе наколдовать не той позиции на завтра. Наши мысли сегодня – это есть то, что вы получите завтра. А у вас выпадает карта мага. Это как знаки судьбы. Это то, что вам нужно услышать и вообще важно знать на длительный период времени, на весь май, мои дорогие. И наоборот, позитивное отношение к самому себе, доброе отношение, милосердное. Или понимать, что сейчас у вас все стихии в руках, и вы все равно, даже если поначалу что-то кажется как патовой ситуацией или не вписывается в ваш регламент, вы каким-то образом внесете коррекцию, и у вас получится даже лучше, чем вы задумывали в начале. Нет ничего невозможного. Но это ваши действия, это не ожидание. К чему все идет? Вот не должно быть по пятерке пентаклей, еще нам одна карта говорит. Мы же можем застрять, мы же можем вот так и сидеть, смотреть на эти 3 кубка. А здесь какие-то правильные действия вам нужно предпринять. Так вот, если ничего не предпринимаем, то какие-то перемены, они все равно будут. Потому что мы уже с вами говорили, здесь не все именно от вашего желания зависит. А нет, тут общая атмосфера какая-то, или как температура по больнице, да, или общемировые какие-то события на вас влияют, или история жизни конкретного человека. И тогда, вот если мы неправильно с чем-то ориентируемся, мы можем себе создать, к примеру, какую-то конфронтацию по пятерке пентаклей проходит, недопонимание, или когда мы по работе какие-то очень важные такие вехи переходного периода, я сказала, перезагрузка, тоже упустим, не придадим этому внимания и упустим возможность заработать, потому что шестерка пентаклей
Это еще и карта финансового успеха. Здесь у вас что-то к финансовому успеху идет, мои дорогие. Поэтому все зависит от того, как маг, я уже сказала, воспользуется тем, что посылает судьба или что приходит на ваш порог извне именно. Ваши достижения. Будьте вот в таких продуманных энергиях. И ведь маг – великий практик. И королева Пентакли это тоже. Она умеет из хаоса создать порядок. Вот что-то подобное, может быть, на этой неделе вам придется как новый порядок в своей жизни отстроить. И эта карта одновременно и творчество, вдохновение. Почему? Потому что по королеве Пентакли это единственный персонаж в колоде, который... то, что он задумал, или вот ту идею, которая появилась в ментальности у королевы, она может переложить на практику, осуществить в реальной жизни. Вот любой ваш план, он, по сути дела, может быть осуществим, но при том, что вы будете вносить коррекцию. Нет ничего невозможного. Одновременно это и вопросы личной жизни тоже, потому что часто по этой карте проходят супруги, супруга. Мы рассматриваем с вами энергию. Мне важно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, женщины. Личная история ваша, личная жизнь, личное счастье. Одновременно место вашего пребывания, конкретно дом. Это тоже все в вашей власти изменить. Или сделать именно так, как вы этого хотите. Жилье более комфортным, личную жизнь более счастливой. А вот то, что касается вашего творчества, работы и заработков, опять же, именно так, когда вы свою ресурсность по максимуму можете переложить на денежный эквивалент. История любви. Ну, передумать что-то придется. Туз мечей. Правда, какой-то по тузу мечей приходит к нам сообщение, информация приходит, и что-то нам приходится переигрывать. Но это карта выхода из лабиринта. Понятно, у каждого свой лабиринт, кто-то помириться может. Я уже не буду еще раз детализировать, потому что все то, что я говорила, весь наш расклад, его можно переложить как на историю для тех, кто один или одна, выйти из этого одиночества, да, мы с вами говорили, для тех, кто в сложных отношениях, помириться, но для тех, кто в паре, даже если есть какие-то условности, неопределенности, все равно осуществить вот эти добрые перемены. Вот самое главное, наверное, их вам не пропустить. И для этого у вас более чем достаточно ресурсов. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.